Человек обнаруживает, что его окружают орлы. Несколькими днями ранее он спас раненую женщину после того, как ее сбила машина. Но от того, что он сделал дальше, у вас захватит дух. Джесси Пи, музыкант из Дач-Харбора на Аляске, накрыл белоголового орлана старым одеялом из кузова своего грузовика. Птица сопротивлялась ему на каждом шагу, царапая его когтями в отчаянной попытке освободиться. Но Джесси был полон решимости, он должен был посадить эту великолепную хищную птицу в свой грузовик. У него не было выбора, это был вопрос жизни и смерти. Он предпринял еще одну попытку, как следует ухватить птицу. Когти на левой лапе орла пронзили шерстяное одеяло, и птица изогнула свое тело в неудобной позе. Джесси пожалел, что у него нет с собой сверхпрочных рыболовных перчаток. Эта птица была опасной. Если бы этому клюву или этим когтям удалось вонзиться в его плоть, он закончил бы этот день еще хуже. Но если она продолжит извиваться и вертеться, вцепившись когтями в одеяло, то может серьезно пораниться. Это была уловка 22, сложная дилемма, без четкого решения. Осторожно используя левое предплечье, чтобы хоть как-то контролировать величественную хищную птицу, Джесси высвободил коготь из одеяла. Одним движением он накрыл птице голову. Это мгновенно успокоило ее. Джесси плотно обернул орлицу одеялом, отчасти для того, чтобы убедиться, что она не поранилась, а отчасти для того, чтобы помешать ей снова напасть на него. Затем он погрузил птицу в кабину своего грузовика, он повернул ключ, и старый двигатель дважды пыхнул, прежде чем заработал сам по себе. Джесси почувствовал, как в груди у него что-то сжалось от невероятной срочности. В 20 милях отсюда была ветеринарная больница, они бы знали, что делать. Джесси возвращался домой, когда наткнулся на белоголового орлана. Он был сбит автомобилем примерно в 10 милях от города. К тому времени, когда Джесси добрался до нее, тяжело раненая птица приходила в сознание и превратилась в угрожающий, воинственный комок перьев и ярости. Он видел, что с левым крылом орла не все в порядке, и на голове птицы тоже была кровь. На мгновение Джесси захотелось проклясть туристов. Белоголовые орланы мигрировали в Дач-Харбор в большом количестве каждый год, как только наступала зима. Это примерно в то же время, когда туристы начали возвращаться домой. Дело в том, что туристы не знают этих великолепных животных, в отличие от местных жителей. Жители Дач-Харбора знают, как следить за птицами, как только начинается сезон, но туристы часто об этом забывают. Каждый год было одно и то же: раненые и мертвые птицы. Рядом с дорогой в город, когда он ворвался в кабинет ветеринара, ассистент как раз собирался уходить на весь день. Она бросила один взгляд на Джесси с орлом на руках и покачала головой. Еще один раненый орел. Она немедленно позвонила ветеринару и спросила Джесси, где он нашел птицу, а затем задала еще пару вопросов. Женщина записала ответы Джесси в папку и упомянула, что это был третий белоголовый орлан, пришедший в кабинет ветеринара менее чем за неделю. Как только появился ветеринар, Джесси расслабился. Теперь птица была в надежных руках. Он помог ветеринару отнести птицу в смотровую, а затем отошел в сторону, чтобы понаблюдать за тем, как ветеринарный врач творит свое волшебство. Через 30 минут ветеринар вернулся к Джесси. Он сказал рыбаку, что у птицы был шанс пережить ночь 50-50, но если бы она это сделала, ее шансы на полное выздоровление были бы достаточно велики. Джесси не был уверен, должен ли он испытывать облегчение или беспокойство. На следующий день, как только Джесси закончил с работой, он снова поехал к ветеринару. Он хотел убедиться, что с орлом все в порядке. Ветеринар встретил его у двери, усадил и объяснил состояние птицы. «Первое, что его обеспокоило, — сказал доктор, — было то, что орел все еще проявлял непонятное поведение. Вместо того, чтобы реагировать на окружающее, она казалась дезориентированной и невосприимчивой. Она безостановочно дрожала и без видимой причины забилась в угол своей клетки. Это навело ветеринара на мысль, что у нее может быть потенциальная черепно-мозговая травма. У нее также были небольшие разрывы сетчатки на обоих глазах, но если она поправится, они заживут без каких-либо длительных последствий. Джесси уронил лицо в ладони и энергично потер его. Затем он спросил ветеринара, каковы шансы орла на выживание.
Ветеринар сказал ему, что они ввели птице лекарство, помогающее справиться с отеком мозга. Если бы это сработало, с ней все было бы в порядке. Если бы этого не произошло, что ж, тогда у нее, вероятно, ничего бы не получилось. Затем ветеринар отвел Джесси на задний двор, чтобы посмотреть на орла, которого он спас. На следующий день Джесси снова проделал то же самое. Вместо того, чтобы сразу пойти с работы домой, он заскочил к ветеринару, чтобы посмотреть на орла. На этот раз у него был с собой небольшой контейнер с креветками. Когда Джесси сел на стул перед ее клеткой, птица подозрительно посмотрела на него. Она больше не казалась такой пугливой. Возможно, это был хороший знак. Но когда Джесси протянул орлу одну из креветок, его рука оказалась слишком близко к клетке, на вкус орла. Ее голова дернулась вверх, и она забилась обратно в дальний угол. Джесси продолжал ежедневно посещать игл. Через 2 недели опухоль в ее мозге спала, и сетчатка хорошо зажила. Ветеринар сказал Джесси, что он обратился за помощью к эксперту по дикой природе с материка, чтобы тот помог выпустить птицу обратно в дикую природу. В ближайшую субботу Джесси присоединился к ветеринару и Майку, исследователю дикой природы из Университета Аляски в Анкоридже, в экспедиции по освобождению белоголового орлана. Она была в клетке, накрытая одеялом, которым пользовался Джесси в ту ночь, когда отвез ее к ветеринару. Когда створка клетки скользнула вверх, орел немедленно вылетел наружу. Она повисла около 30 секунд, затем расправила свои великолепные крылья и взмыла в небо. 3 мужчин наблюдали за ней, пока она не превратилась в точку на широком голубом просторе. Распорядок дня Джесси вернулся в нормальное русло. Он по-прежнему думал об орле почти каждый день и даже иногда пропускал свои походы к ветеринару. Но он смирился с тем фактом, что она была диким животным, и что он, вероятно, никогда больше ее не увидит. Он и не подозревал, что незадолго до Рождества на Дач-Харбор обрушились особенно сильные холода. Снег валил вокруг доков и в целом делал жизнь рыбаков неприятной. Это продолжалось 4 дня. Когда солнце, наконец, пробилось сквозь облака, лодка снова вышла в море. Джесси был в своей стихии. Помимо музыки, он любил рыбалку и любил при каждом удобном случае присоединяться к местным рыбакам в океане. Он не смог бы стать более счастливым туристом, даже если бы постарался. В конце концов, улов был великолепен. Они привезли самую большую партию креветок, которую Джесси мог припомнить, а его личный улов состоял из нескольких крупных лососей. Затем он заметил что-то на фоне льдисто-голубого неба. Сначала это была не более чем точка, но когда она начала опускаться по кругу, он узнал ее форму и уникальные движения. Это был белоголовый орел. Птица сделала круг пониже, а затем приземлилась на носовую палубу. Джесси не мог поверить своим глазам. Это была самка орла, которую он спас более 2 месяцев назад. Джесси улыбнулся, поговорил с птицей и бросил в ее сторону горсть креветок. Она секунду смотрела на него, а затем пропылесосила ракообразных с палубы. Но то, что произошло дальше, ошеломило Джесси. Внезапно Джесси заметил целую кучу маленьких точек на фоне голубого неба. Он попытался сосчитать их. 5, нет, 6, а потом их стало больше. В следующий момент в общей сложности 12 белоголовых орланов приземлились на носовую палубу, среди них была самка, с которой он подружился. Она откликнулась на его постоянные проявления доброты и привела толпу своих диких друзей, чтобы они пришли и полакомились креветками, которые предложил Джесси. Забота и доброта Джесси породили необыкновенную дружбу между человеком и диким белоголовым орланом, преодолев пропасть между людьми и животными. Эта история взаимодействия человека и орла заставила мое сердце забиться немного быстрее. Вы когда-нибудь сталкивались с крупной хищной птицей? Дайте нам знать в комментариях ниже, мы были бы рады услышать.